Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Поздравляю всех с началом лета, причем не с 1 июня, а с тем, что одна из самых долгожданных мною певиц наконец-то выпустила новый материал. Это одна из 3 артисток, чьи релизы уже давно не выходили, но они у меня в листе просто самых-самых ожидаемых. Это, конечно же, Лорд. Ну и меняем очки, потому что как бы неприлично. Давненько у меня не выходили видео, я уже не уверен, остался ли кто-то в целом на канале. Так случилось, знаете, работа, взрослая жизнь, все как-то крутится, вертится, а времени не остается. Но уж как есть. Но, конечно же, пройти мимо возвращения Лорд я не мог ни в коем случае, потому что она, как Адель и Риhanna, относятся к артисткам, которых я уже очень и очень давно жду. И вот, наконец-то, хотя бы одна из них выпустила новый материал. Что ж, сначала нас подтизерили слитой обложкой альбома и сингла. Да, это будет обложка альбома тоже. Это потрясающая великолепная Лорд, которая бежит по пляжу и показывает нам много интересного. Выглядит красиво, мне очень нравится, по-летнему, сочно, прям вкусненько. Мне прям уже представляется, как это будет круто выглядеть на виниле. И потом выяснилось, что из-за того, что какая-то из команд, скорее всего, команда Lord, потому что так всегда, накосячила и обложку слили раньше времени, точно так же, как и кусочки композиции. Потому что изначально планировалось, что Лорд выпустит песню в день солнцестояния, это 20 какое-то там число, потому что, если вы не знаете, в многих странах, включая Америку, также, например, в стране, где живу я, месяцы исчисляются не так, как в СНГ, от там 1 июня, 1 сентября и так далее. А тут официально начало сезона – это день солнцестояния. Обычно это 20 числа месяца, то есть у нас тут лето начнется 20 какого-то числа. Точно так же осень 20 какого-то сентября и так далее. И, собственно, Solar Power должно было относиться к этому, к дню солнцестояния, но, к сожалению, все планы пошли по одному месту из-за очередного факапа со стороны лейбла. Это часто случается со многими артистами, ситуация странная. Я думаю, что я хочу об этом когда-нибудь поговорить в отдельном ролике, когда фанатов осуждают из-за сливов, хотя на самом деле в этом всем, как я считаю, виноваты не фанаты, а те, кто допускают первоначальную утечку материала в сеть. Но как бы то ни было, мы получили новый материал наконец-то, потому что мелодрама вошла в топ-5 моих самых любимых альбомов 2010-х. Можно список посмотреть вот в этом ролике. Также дебютный альбом Lord Pure Heroine тоже вошел в этот список. Ну и, наконец-то, новая эра Solar Power. Это, во-первых, что самое главное, нужно по нему сказать, это Джек Антонов и Lord. Это единственные люди, которые работали, по сути, над этой композицией. И в целом нас ждет очередной альбом Джека Антонофа и интересный, очень такой вкусный, своеобразной артистки. И я знаю, что половина фанатов, узнав это, сделали вот это вот фу, опять штамповка Джека Антонофа, получим очередную нудятину на час. Я в корне не согласен с этим убеждением, я очень люблю Джека Антонофа, и на самом деле, единственная работа, где мне не особо понравилось его присутствие, это был альбом Evermore от Тейлор Свифт. И то только потому, что он вместе с Фольклором вышли довольно близко друг к другу. И на Evermore, как я считаю, часть Джека Антонофа немножко подкачала, потому что та часть, которую делал Аарон Деснер, по-моему, его зовут Аарон, я надеюсь, получилась посильнее. Но тут же, смотря на сотрудничество Лорд и Джека Антонофа, мы можем видеть прямой пример в виде альбома «Мелодрама», и это великолепно, потрясающий, один из величайших поп-альбомов в истории музыки, и я лишь только рад тому, что они снова сотрудничают. Я в целом понимаю претензии фанатов, но я их абсолютно не разделяю, потому что многие считают, что звучание Джека Антонофа, его такое трушное, довольно заунылое и не очень интересное, хотя на самом деле я в этом вижу отличное раскрытие текстов артиста, передача их настроения, то, как он это делает с Ланой Дель Рей, к примеру, когда он не перекрывает ее повествование какой-то сильно сложной музыкой, когда это все очень так по настроению, очень спокойно и довольно красиво всегда. А так как Лорд является певицей, у которой одни из сильнейших текстов в индустрии, то я считаю, что это довольно верное решение
подпустить к альбому Джека Антоноффа, который не будет перекрывать это сложными инструменталами, но при этом сделает их интересными, довольно своеобразными, и с Лорд у них великолепный коннекшн, который мы уже видели. Сама песня — это такой очень чилловый по настроению трек, очень летний, очень легкий, очень приятный, и я бы назвал его словом очаровательный. Это не поп-бэнгер, мы не будем это слушать на дискотеках, но при этом это песня, которую всегда захочется включить в своем летнем плейлисте. Ну, по крайней мере, для меня это так. За последние сутки я послушал песню, ну, минимум раз 30. Мне кажется, это очень умный и интересный шаг, потому что такое оценят критики. Это всегда будет звучать нетривиально и при этом довольно подходяще для любого типа людей, потому что эту песню можно включать кому угодно, и она настолько обволакивает тебя своим настроением, что ну просто невозможно от нее куда-то убежать. Клип тоже на нее вышел довольно красивый, яркий, красочный. Лорд бегает по пляжу и развлекается с разными людьми. Немножко чем-то похоже на такой стиль Watermelon Sugar от Гарри Стайлза. Я не говорю, что это какая-то там копия или слезали идею. Нет, просто немножко настроение плюс-минус. Сама же песня по настроению немножко похожа на Лану, но не сильно. Но при этом довольно ярко отсылает по инструменталу, по работе Джека Антоноффа к альбоме Saint Vincent There Is Issues, который вышел в этом году, в этом месяце, кстати, в прошлом месяце. Потому что я помню, что я должен был поговорить об этом альбоме в итогах месяца, которые, как вы понимаете, не вышли. Но я над этим поработаю, я постараюсь, потому что альбом... Вот, и вот эта вот вся корреляция сложилась, в принципе, в интересную картинку. Меня абсолютно устраивает то, что я услышал от Лорд. Я не разочаровался ее камбэком. Все вкусно, все по настроению, все качественно, самое главное. Тут нету какого-то заумного текста, потому что это, ну, летняя песня, плюс как бы лид-сингл. И, возможно, это не то, чего я ожидал от Лорд. Возможно, я ждал чего-то более яркого в плане трека, то есть такого прям бенгера. Но то, что я услышал, меня удовлетворило на 100%. И я обычно не ставлю синглам оценки, потому что я, в принципе, синглы редко оцениваю. Это просто, ну, естественно, очень важно для меня лично. Но если бы оставил оценку, я думаю, что это было бы где-то 8.8 из 10, то есть очень-очень высоко. Песня моментально пошла в мой плейлист, с удовольствием слушаю и очень жду нового материала от Lorde. Хоть кто-то, наконец-то, действительно радует своим камбэком. Если вдруг кто-то посмотрел этот ролик, пожалуйста, напишите, как вам возвращение Lorde. Я обязательно оставлю ссылку на Spotify, на клип в описании. Мне было бы очень интересно почитать ваше мнение. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.